Ты вот много не очень радостно трудишься, с проблесками каких-то счастливых моментов. Да, меня надо держать везде. Только меня хвалят, я сажусь на шею. Делает им Кошечкин гипноз пыш-пыш прямо в башку. Ехать из своего города в 40 лет. Страшно? Вселенная, которая еще не успела родиться в кино, не успела уйти в мультики, у нее уже появились фанфики. Это что-то потрясающее. Ему давно пора за радугу Кошечкину. Меня как будто бы за шкирку муроздания взяло и держит. Я сама в это все не верила, серьезно. Я писала для себя, чтобы, как немножко не чокнуться в Норильске. И когда мне редактор написала в личку и попросила документы, я ей написала: вы наверное, мошенник. Зоя случайно нащупал гениальный хай-концепт. Там один дедушка вышел из-под Кошечкиного гипноза и начал ходить по Кошечкиной Полиции. Основная мотивация — жить хорошо. Пельмени любите? Я вижу, вот какое зерно сейчас падает в почву русской массовой культуры. Мне страшно. Добрый день. Сегодня в студии с Сердитым Пряником Зоя Арефьева, блогер, писатель, автор совершенно уникального блога про Кошечкину Полицию. И я очень счастлив, что мы с Еленой Конотоповой, продюсером нашего канала и неофициально одной из фанаток Зои, смогли... Официально, я официально фанатка. Вот, теперь уже официально, то есть это каминг-аут. Я сказала это на камеру. Да, это был каминг-аут. Дело в том, что мы счастливы, Зоя, что мы вас, что называется, застали именно в тот момент, когда вы еще даете интервью обычным людям. Дело в том, что... Кошечкина Полиция — это совершенно уникальный мир. Вот я могу сказать, это в будущем, что называется. По-моему, перед нами сидит человек, который создал собственный мир, уникальную собственную вселенную, которая уже развивается в книгу, если я не ошибаюсь. Уже развилась. Она уже развилась в книгу, она развивается в мерч, она развивается, скорее всего, в самое ближайшее время, да, отлично, в мультик, да? Да, мы ждем. Мультик будет? С нетерпением. Мультик... Но он такой, он как плавающий. То есть он в теории уже есть, я его в голове посмотрела, но пока еще предложений нет, это мы открыты. Это же отлично. Значит, в чем, вот сразу задаю вопрос, в чем суть Кошечкиной Полиции? Я не буду спойлерить, давайте вы сами это нам расскажете. Во-первых, я хочу очень-очень сильно поблагодарить, что вы меня позвали в такой замечательный подкаст с прекрасным названием. То есть вы мне когда написали, я потом 3 дня еще просто от названия обалдела. Сердитый Пряник. Я обожаю такие штуки. Спасибо, что захвалили. Это очень зря, потому что меня надо держать везде. Потому что как только меня хвалят, я сажусь на шею. Не получится, у нас не так много времени, и нас двое. Двоим на шею сесть — это уже тяжело. Ладно. Так, отвечаю на вопрос. В чем суть Кошечкиной Полиции? Так, Кошечкина Полиция самозаразилась в космосе, как только увидела, что на планете Земля появились никчемные. Никчемные — это на кошечком языке люди. И, в общем, Кошечкина Полиция, как только обнаружила людей, никчемные, сразу из космического луча самозародилась на Землю, чтобы охранять людей и жить за их счет. Они такие очаровательные негодяи. Великолепные негодяи или великолепные? Великолепнейшие негодяи. У меня даже вот татуировка, за которую мне постоянно пытаются все дать по шее в комментах, потому что считаю, что человек не имеет права великолепнее себе написать, и я себя ощущаю просто как Стив Джобс, которого уволили из своей компании. Не, вопрос первый. Кто сделал такую татуировку? Я думаю, у нас теперь будет много последователей. У меня вот тут место свободно. Да? И ответьте на вопрос, это же вы руководите Кошечкиной Полицией, Ни в коем но случае. тайно. Ни в коем случае. Они нет. вами? Конечно. Я со склада не вылажу у них. Все время. Да. А что такое склад? Что за склад-то там? Куда они? Зачем там это твой все? любимый персонаж работает. Улиточка. Мой. Вы любите Да, улиточку? Я люблю, да, я ее очень люблю, потому что он олицетворение... Это она, это он. Это он, это олицетворение Самый мужчины. котик, да. Такой прекрасный тормоз. Расскажите, вот что он Он делает? не тормоз. Он просто Он медленный. милашка, да. Расскажите, в чем суть склада? Зачем он нужен Кошечкиной Полиции? Кого они там хранят-то? Склад крайне необходим. Вещдоки? Пока вот еще создатели «Матрицы» так сказать, не будем вот это каркать, не обратили внимания, что у них немножечко потырили идею «Матрицы», потому что на склад привозят никчемные в качестве перевоспитательного эффекта.
складывают на полочки и делают им Кошечкин гипноз пыш-пыш прямо в башку. Чтобы никчемные вели себя очень хорошо, покупали вкусней и ходили на дверь на работу, потому что другого толка от никчемней нету. Абсолютно. Ну, а какой от Абсолютно. нас еще толк? Я вот как кошковладелец тоже могу сказать, ну какой от меня толк для кота? От меня есть, я убираю горшочек. А вы знаете, где кухня и туалет? Да. Меня старший кот научил. Да. Слушай, а когда Прекрасная зародилась дрессировка. идея сама, когда зародилась Кошечкиной полиции? Понимаешь, она в космосе, а у вас когда она зародилась? Она же как-то в голову должна была попасть, она-то существует, но как-то вы узнать-то об этом когда-то, когда вы узнали вообще про это? Так, Во началось... сне, как Менделеев, или что с вами вообще было? Не-не-не. Под пиво? Там, или Ни в коем случае нам нельзя алкоголь, мы очень бешеный человек. А, Мы на естественной тяге работаем, на солнечной энергии. В общем, Кошечкиная полиция зародилась очень-очень давно. Все началось с того, что я аллергик, и мне ни в коем случае кошек нельзя. Но так как характер у меня мерзкий и неприятный, у меня срабатывает эффект пружины. Как только мне что-то запрещают, я начинаю это желать всеми способами и не останавливаюсь, пока не достигаю цели. Это просто вот у меня мама физрук, и поэтому я вот с виду послушный человек, но сделаю все, чтобы получить то, что мне надо. И я с детства притаскивала... Я так это папа юрист, мама физрук, это такие, вот это все, это что называется, ну, что-то о чем? Ну, это сурово. травма. Мы же это у психолога лечим годами. Хорошо, так, мама физрук, и что мама физрук? И, в общем, я каждый раз притаскивала кошечку домой регулярно и не могла понять, как мама определяет, что в доме кошка. А аллергия была страшная. То есть мать открывает дверь, стоит маленькая девочка вот так в соплях, там слезы, не может дышать, и мама с порога: где она? Я вообще удивлялась, не могла понять, да как? Я ее так хорошо спрятала, да? Ну, это понятно. А зародилась идея, как Вот я коты зародились... Пытаюсь длинно-длинно подойти. В общем, запрещали, но к 30 годам я нашла кошку, которая не вызывает у меня аллергии. Сфинкса? Лысую. Но она не лысая, она как будто бы сгорела и облезла одновременно. Я ее не могла... Из атомного реактора, что ли? Ну, типа такого. Она была тощая, страшная, и я ее боялась первый раз в квартиру занести, чтобы показать. То есть вы в нее плакали, что ли? Ну, практически. Ну, так в подъезде стояли, мы друг друга не бросим никогда. И вот смысл того, что у кошки была очень недовольная морда. Вообще крайне недовольная. И вот с этого начинается вся... Ну, если бы в меня плакали, утирали соды, я бы тоже была не очень довольна. Там ей именно кошка. Да. И, в общем, морда была недовольная, и я начала с ней разговаривать. А как писатель, мы шизотипики, мы разговариваем со всем. С микрофонами, со стаканами воды, а тут кошка. Такой живой собеседник. И мы начали с ней вести диалоги. И, понятное дело, она сразу сказала, что я никто, главное, она тут, и то, что я вообще пока отсюда. И вот с этого начинался весь Кошечкин язык. Ответила? А что такое Кошечкин язык? Кошечкин язык, он существовал очень-очень давно. В мемах, в интернете, в комментариях. Люди сокращали слова. А я люблю все дурацкое. Я умная вообще не запомню, а вот если мне сказать какое-нибудь странное слово, я его буду годами хранить. То есть у меня мозги созданы вот для таких и дурацких слов. И Знаете, мы в этом плане с вами очень близки. У нас и у меня, и у Елены все эти вещи в голове застревают надолго. Ну, у меня-то это профессиональная деформация, я переводчик, я обязан это помнить. Ну, а Елена как профессиональный субтитровщик, у нее... Просто как женщина помнит всякую фигню. Запикиваем, да. Я ничего ужасного не сказала. Это нормальное женское качество. Помнить всю фигню, которую встречаешь. Хотеть ее, возжелать ее, советовать ее друзьям. Обязательно. А потом спрашивать периодически у мужчины: а ты помнишь, что ты делал в 2011 году 6 сентября с 4 до 6? В результате звук падающего тела мужчины это, естественно, не помнит. Зоя, вы говорили, у вас хороший психиатр на детские травмы. Легко. Они в комменты придут обязательно. Они с Понятно. глаз не спускают. То есть вы насобирали... то есть у вас коты неожиданно заговорили
говорили на своем собственном языке. Да, то есть все эти сокращенные смешные слова, они мягко-мягко собрались в кучку, вот как магнитик, и он сам себя начал делать. Я его вообще не придумала. Я просто прикопила немножко маленькую кучу, люди с восторгом вцепились, и мы начали вместе совместное творчество делать. То есть это общий результат. А родилось это в цифровой вселенной, это как в канале, в телеграм-канале родилось? Или где она родилась? Или сразу книга была, вот вы же писатель, или вот как? Кстати, с Днем писателя. Спасибо большое. Да, поздравляем. 3 марта. Большущего, прекрасного писателя. Да, вот у нас, мы не знаем, вот честно могу сказать, не знали, что сегодня День писателя. Но когда мы увидели Зою, мы поняли, что надо что-то проверять, посмотрели. 3 марта у нас же День писателя, ура! Алексей, тоже поздравляю с Днем писателя. Спасибо. Сколько книг вышло в свое время? 3, да. Офигеть! Да, я не хочу больше, это больно вообще. Писать? Не писать, публиковаться. Писать не больно. Это, кстати, само идет. А оно само пишется, кстати, Зоя. Вот оно прямо из души льется, или вот приходится себя, как знаете, некоторые творческие муки. Отойдите от меня. У вас так, или вы все-таки как-то легче пишете? Не, я как Акакевич. Я вот на работе я делаю такие, как над собой некое усилие, как у Гоголя, да. Извините, я очень неграмотный человек, да, Кегеля. Ну, у всех у этих. Да. Я неграмотный, простите. И, в общем, он на работе выписывал буковки со старанием, потом приходил домой, открывал тетрадочку и делал это уже с удовольствием. То есть я это делаю и с усилием, и с удовольствием. Для себя с удовольствием. Зоя, где вы работаете? Я работаю с Зоей Арефьевой. У себя дома в квартире. А вот вы говорите, я на работе, это вы же что-то делаете. Вы же как-то зарабатываете деньги, или вы как Пушкин боксируете, как вот Пушкин, знаете, настоящий пацан, он нигде не работал, писал рэп, и его застрелили в уличной перестрелке. У вас что-то типа такого, что ли? Это? Я надеюсь, что без такой аналогии мне хочется жить очень долго и получить весь результат моей деятельности. Дуэли вроде как запрещены. Да, с моим зрением я не буду стреляться и не жить. Мы будем плеваться с таким зрением. Так все-таки как вот... Выше вероятность попасть. Понимаете, мы сейчас счастливы, что вот похоже из Кошечкиной Полиции вырастет что-то большое. А в принципе, как вы зарабатываете? Денежки. Денежки как зарабатываю? Да. Тумбочку открываю, достаю, как все приличные люди. А я говорила, что она работает с Кошечкиной полицией. Тайна. Они таскают туда деньги. Ну хорошо, допустим. Вам правду сказать, как я деньги зарабатываю? Да, это будет страшная штука сейчас, все готовьтесь. Я пишу тексты на заказ. То есть это же трудно. Как трудно? Это было трудно в самом начале. Когда я просто писала тоже в свое время, у меня не вышло книг, я писала сценарий. Вот пока ты себе разрешаешь вот просто творить, все прямо 20-30 страниц в день легко, остановите меня все, ничего не надо переписывать. А когда ты пишешь под заказ, например, тебе справки пришли, что вы вообще ушли от темы. И, это трудно. Как трудно? Это же любимая работа. Я же сама ее выбрала. У них выгорания не бывает? Несколько раз выгорали, но с удовольствием выгорали. Вообще, до хлам пепел. Скажите, а в каких барах выгорали конкретно? В пабах, видимо, выгорали. То есть, а у меня, я теперь знаю, я вот как в Питер попаду, меня там в пабе где-нибудь застанут, я скажу, у меня выгорание. Вообще не надо сейчас смотреть. Я тут выгораю. Нет, то есть тексты на заказ, это же на самом деле такая непростая вещь, а в принципе... Непростая, не беритесь, я вот так говорю. Найдите любимое, что с удовольствием вот так вот сидеть за кровавых чертей в глазах. Нет, тексты бывают разные, темы бывают разные, да, это скорее такое, действительно, кто на что учился. Слушайте, судя по тому, что вы обожали читать, и тоннами читали из-за этих всех дурацких зимних ночей. Я тоже северная, я прекрасно понимаю. Обнимемся. Да, это вот просто было единственное занятие. А вы откуда у нас, Мы из Норильска. У вас там сколько ночи? Там 6 или 8 месяцев длилось? Сейчас норильчане меня будут бить, я не помню. Не помню. А вы, Елена, у нас из Северодвинска. Да, но у нас такие белые ночи, полярные ночи особо нет, да. То есть на русском севере зарождаются очень талантливые люди. Это такое место... Это побочный эффект.
Да, пока Москва и Питер гуляют на улицах, мы сидим дома и читаем книжки, а потом нас выпускают в большой мир. Ну там просто не было варианта, или ты сошел с ума и немножко стал дохлый, или ты вот так вот раз, и у тебя что-то получилось. Такая ситуация. То есть вариантов нет на рельсе, да. Ну да, мой психолог говорит, вообще-то, Зоя, были дофига вариантов развития твоей жизни, а я вот выбрала так, то, что мы писатели, мы идем. Зоя, можно я задам вам один интимный вопрос? Какая была самая холодная зима вот во время, когда вы жили в Норильске? Вот самая холодная, страшная температура? -100? -50 вообще? Это же страшно холодный город. Ну, не знаю, я просто там родилась и выросла, и жила до 40 лет. Для меня это не звучит как страшно. Для меня это как естественная среда обитания. То есть там не было никакого... Холода, ничего нет. Ну да, это просто, ну вот так всегда было. Для меня это не страшно. Ехать из своего города в 40 лет страшно? Страшно, очень сильно хотелось уехать. Да я его люблю. До 40. Ну да, я его люблю, но просто надо было уже как-то двигаться вперед. Потому что Норильск прекрасен, но он такой замкнутая система. И вот как есть большой мир, а есть Норильск. Норильск прекрасен, норильчане молодцы, люблю. Норильск, да. Ну так могут сказать, да, много сейчас перечислить можно городов. Есть большой мир, а есть... В комментариях, пожалуйста, перечисляйте города. Да. Какие еще есть, кроме Норильска. Откуда очень хочется уехать. Страшно хочется уехать, да. А скажите, а вы сразу же в Питер переехали, да? Если бы. Хотелось бы. Меня вот так вот рикошетом в Череповец за бывшим мужем понесло, как в ссылку женат декабриста. И все люди наблюдали там, Зоя переезжает, они такие, ну куда ты? Ну вот, ну куда? А уже была Кошечкиной Полиция на тот момент? Да, в Череповце она уже появилась. А зародилась она в Череповце или в Норильске? В Норильске. Норильске. Да, но кошка тогда были появилась в еще не Норильске. очень развиты соцсети, да? Да, и тогда у меня была такая небольшая, маленькая приятная депрессия, и я для себя... Я просто стараюсь удовольствие от жизни получать, что бы ни случилось. Замечательно. Писала для себя и просто в интернет чуть-чуть выкладывала, а потом до меня дошло, что вообще-то людям это тоже может быть приятно, не только мне. И мы так подружились и друг друга вытаскиваем до сих пор. Ну, это же действительно, у вас очень, кстати, доброжелательные подписчики, и причем не просто вот там, ой, молодец, хорошо написала, а прям с поддержкой пишут. И прям считывают какие-то ситуации, видимо, потому что некоторые прям предметно что-то желают там. Не переживайте. Я думаю, в смысле, а где переживания в тексте? Там все радостно, легко. А люди уже вот следят, значит, уже наблюдают что-то там как-то. Они очень милые, я им очень сильно благодарна. Потому что я прям чувствую, что мы как родные с ними. Ну, это прям такой прям фан-клуб, да. Мне кажется, я их тамагочи. Ну, получается, что вы, помимо того, что мы просто занимаемся кино, переводим кино... Вы такие крутые вообще. Да, но мы как бы видим вот весь этот материал с этой точки зрения, профессиональная деформация. И тут, что называется, вселенная Марвел отдыхает просто. Поэтому Алексей так и говорит, что в принципе развитие оно огромное. Угу. Я не знаю, почему к вам до сих пор в дверь не постучал тот же Вася Ложкин со своими котами, да? Потому что у него там, собственно, могли бы быть портреты Кошечкиной Полиции. Уже просто по факту он их уже создал. Серых котиков у него только нет. Это прям упущение, я считаю. Вот. Но у вас вселенная еще шире. Мы еще расширяемся, мы только стартанули. Ваши подписчики за вами идут уже с какого-то момента, сколько лет, они вырастают, у них в жизни что-то меняется, а они все равно с вами, вы им нужны. Понимаете, в чем дело? И они мне нужны очень сильно. Это же уже не просто писательство, это правда создание симбиоз какого-то, да, вот. Ну, как у всякой вселенной, говоря таким заумным языком, есть апокриф, есть тексты, которые все цитируют. Есть канон, это то, что расширяем. Вот есть, это можно, здесь есть улиточка, и есть фанон, это фанатские работы. Я же читаю ваши группы, и у вас уже фанаты начинают писать тоже в то, что называется фанфики. Это вообще редкий случай, когда
у Вселенной, которая еще не успела родиться в кино, не успела уйти в мультики, у нее уже появились фанфики. Это что-то потрясающее. То есть сами поклонники пишут вот это вот все. Есть же такое? Вот это вот. Слушайте, а вот у вас на, я знаю, подписании, когда была эта книжная ярмарка, Так. у вас пробиться к стенду было совершенно нереально. То есть... Вас не хотели застрелить те, кто стоял на соседних стендах? Да, как они отнеслись, что вообще происходит? Там стояли серьезные люди, и тут вдруг Зоя Арефьева стоит, подписывает вот такую стопу книг. То есть это как вообще вот... О чем в основном с вами говорили фанаты? Честно, они просто обнимались, и мы друг друга тискали и обнимались. Мне казалось, это какой-то сон. Серьезно, мне казалось, что я проснусь, и я опять буду в Норильске и буду одна. Мне казалось, что это неправда. И то, что они, да, поймут то, что на самом деле это какая-то фигня, и все кончится. Мне было очень страшно. Я им так благодарна вот за эти вот моменты, когда, ну реально, они просто подходят, и как будто бы я им родная. Это вообще до слез было просто. Даже сейчас охота. Это какой год был? 24-й? 2 года назад. 2 года назад, в 23-м году. И до сих пор, получается, сохраняется эффект самозванца, культивируем конечно. к себе. Я же так долго к этому шла, в меня вообще никто не верил. То есть они даже не знали то, что я пишу, люди, которые меня окружали. Редко-редко кто знал, что Зоя там что-то там... Ну, подумаешь, пишет. Это было хобби. И я сама в это не верила. Я просто на этом держалась, чтобы вот не скатываться в депрессию. На самом деле это мое спасение. Которое стало спасением для многих. Да. И мне это вообще этот эффект просто поражает. Вы Меня поделились поражает, очень... что вас перепощивают мужчины. А не только мужчины, там и дети, и бабушки, вообще все подряд. То есть, когда меня спрашивают, как ты так делаешь, чтобы там аудитория была такая, чтобы и Широкая, мужчина да. взрослый, и женщина, и маленький ребенок. Я говорю, я не знаю, блин, я просто пишу то, что мне приятно. Ну, в этом, наверное, и есть прелесть вселенных, потому что любая вселенная населена разными персонажами. Она живет независимо от И- своего... Нет, просто Да. каждый может найти себе персонаж по душе. И получается задача создателя не забывать, что про каждого персонажа нужно периодически писать. Да. А сколько их там персонажей вообще, помимо... Мы пока еще не определились, мы в процессе составления списка. А вот это кто у нас? Так, вот это вот у нас, это Мурмурыч, это Да. капитан Мурмурыч, он самый главный в Кошечкиной полиции. Вот это офицер Обрубыш, у него хвостик всегда разный. То есть ему в драке нечаянно оторвали, и он выпендривается, может себе павлини прикрепить, там, крокодилей, какой ему понравится. Вот это вот у нас, это завхоз беленький, тот, который по кладовочкам. У него там все есть. Он самый старенький и на всех ругается, потому что все делают все неправильно, а он там все красит, а они ходят по помытому и на окрашенной скамейке садятся. Он ругается, самый старенький. Он даже хотел, ему давно пора за радугу Кошечкину, но он, знаете, как кошка сел перед ней, посмотрел и передумал. То есть Так. ему можно и туда, и он не, но он пока решил немножко поработать. А кто сказал, А что кто левый-то 9 сам? жизней должны быть не подряд? Ну да. Да? Да, собственно, Хорошая он идея, их и надо живет. спереть ее. Дарю. Спасибо большое. И улиточка, да? сам? Да, это улиточка. Он самый добрый. Но это, видите, они такие схематичные, но все равно очень милые. Мы дальше продумаем все детально. То есть мы сейчас ловим кайф от того, что мы просто детализируем и составляем списки. А мы это кто? Это моя тайная команда. А, у вас есть еще тайная команда? Конечно. Кошечков. А, кошечка. Секретные кошечки. А людей нет, так честно? Вот я так... Нет Ну, тайной это пока такой вопрос, на который мне сказали... Не отвечать. По жопе дадут. Вот. Потому что люди должны спокойно поработать. Да. Да, с кошечками. Все прекрасно, Точнее, слушайте. кошечки с ними. Спасибо большое. Нет, а вот у меня тогда еще один вопрос. Зоя, а вы как-то вот рассказываете, у вас все это вот до 40, потому что история Ильи Муромца сидели до 30 там, лет, до 40 лет на этом самом. На печи. Да, потом пришли. Ну, эти- сугробе в Зоя, интернете. он вас спалил. Да, Всё. потом пришли эти люди, которые сказали, иди, вы встали, пошли, и все. Ну, как-то у меня создается совершенно мистически. Вы как-то это планируете, или этот процесс сам развивается? А? Вообще-то он сам развивается. Меня как будто бы за шкирку муроздания взяло и держит. То есть я сама в это вообще не верила, серьезно. Я писала для себя, придумала себе, чтобы, ну, как немножко не чокнуться в Норильске. А потом мироздание такое, ну ладно, ты, наверное, действительно этого хочешь,
Вот тебе пусть редактор в личку напишет. И когда мне редактор написала в личку и попросила документы, я ей написала, вы наверное, мошенник. То есть я не верила сама, вообще не верила. Я приходила на презентацию, точнее, как приходила, мы сначала с психологом очень плакали, потому что я интроверт. Я не могу выйти к людям незнакомым и начать говорить изо рта, я печатаю. То есть вот то, что сейчас происходит, это чудо. Встаньте Да, и идите. идите. То есть мы тут это чудотворцы. Вот представляете, вот мы с Еленой, мы чудотворцы. То есть люди при нас. Тут же приписал Вы себя. как ангел. Настоящая Конечно, а как? улиточка. Так и надо. Он же улиточка, он же тоже такой, он сразу себе приписывает все быстро. Вы два как ангела. У меня вот такой вопрос. Только как-то владельцы фанатеют от ваших историй или это чуть глубже? Потому что вот вы рассказывали, например, вот про этого беленького, и я так сижу и думаю, вас должны очень любить люди, ведущие, любящие учет, контроль. Вот как у вас уже, вы это вышло за предел котов? Это просто обычные люди, которые что-то находят в ваших героях? Не, это давно сразу вышло, прям моментально. То есть все начали возмущаться. Собачники, те, у которых япщурицы всякие, жабы, то есть они сразу сказали, а мы? И они такие, а нам тоже такую полицию. И у нас в Кошечкиной полиции тут же появилась. Кошечкина полиция принимает всех. Они сначала кочевряжатся, говорят то, что нафига сюда звоните, вообще сюда не надо звонить. А они такие, ну ладно, и япщурицу поздравят, и у кого кот фри, нету котика, обязательно всех поздравят. Просто Зоя случайно нащупал гениальный хай-концепт вот с этой Кошечкиной полицией, перевернув ситуацию. Я когда в первый раз это понял, то есть необычный угол взгляда на это что-то совершенно привычное. Просто это великолепно. Это Спасибо. вот что называется, как мы, как продюсеры, должны сказать, что это вкусно. Это реально необычно. То есть ящерицы могут позвонить. Япщурица обязательно. А уже звонили? Жабы еще. 100 раз звонили, япщурицы, вообще тут так глаза Жабы у них разные, тоже- кучи, жабы и тоже жабы. Жабы. Палочники недавно звонили. Это эти Палочники и кузнечики? муравьи, да. Муравьи и палочники. Конечно. Слушайте, а что значит, как они звонят? У вас там периодически, я позвонил По из телефону. тапка. Да, по телефону. Нет, телефон, но там я из тапка звоню. Это Так как? телефон, он может быть любым. Ну, Везде. что попалось под лапку, Так приятно. я вам по голубю звоню. Там. По тапку Да звоню. слушайте уже, я вам Да. по голубю звоню, он вырывается. Да хоть по собственной жопе могут звонить котики. Да, это же котики. Нет, ну понятно. А люди туда звонят в Кошечкиной полиции? Так, однажды удалось позвонить одной бабулечке. Я сейчас точно не помню, как ей это удалось. Короче, видимо, из-за того, что у нее уже такая связь мощнейшая с Вселенной, она прорвалась, и Кошечкина полиция начала там делать замечания даже ее кошечке. То, что там сейчас не бабушка должна говорить, а вы. То есть один случай есть. Ага. Ну, совсем старенькие могут прорваться, потому что они уже как такие полубоги. И Кошечкина полиция очень так расположена. Вот оно что. То есть Конечно. люди тоже могут, но таких случаев зарегистрировано Очень за всю редко. историю один. У них там один дедушка вышел из-под кошечкиного гипноза и начал ходить по Кошечкиной полиции в поисках там туалета, например. И Кошечкина полиция делала ему пыщ-пыщ в башку, но дедушка не вырубался все равно, очень мощный попал. Вот только старенькие могут. Да, я вот так подумал. Это заслужить надо. Тогда я вернусь к книгам. Слушайте, скажите, а у вас же допечатка тиража явно была. То есть каким тиражом вообще вышла тогда эта книга про Кошечкину полицию? Вот это я не могу на такие точные вопросы с циферками Ну, они не отвечать. говорили вам, допечатывали его? Допечатывали, да. То есть Сколько, не помню. Не, неважно сколько, но факт в том, чтобы допечатка была. Была, да. И первая книга «Обнимашки с мирозданием», она вообще такая шоковая, потому что на первом месте был Цискоридзе, уважаемый Николай, великолепный Цискоридзе, он до сих пор там на первом месте, потом не помню кто. В общем, я была между Цискоридзе и королем Шута, королем и Шутом. Это биография. Да, Ага. по продажам. Это вообще такой стресс был. То есть Я вы вообще- так это смотрели, во все это я, между Цискоридзе и королем и Шутом, я Зоя Арефьева, здравствуйте. Так ладно, я, редактор тоже такая, это что происходит?
Денег отказывались. Редакция, не надо нам эти денег, мы не ожидали. Да. Вы уходите прочь. Женщина, вы кто? Уйдите отсюда. Не мешайте работать. Ломайте стереотипы нам тут. Да, то есть вы ломали стереотипы, вы сломали систему, случайно причем совершенно. Нечаянно, правда. Нечаянно. Я просто хотела жить хорошо. Это основная мотивация — жить хорошо, да? Или просто как продолжать? Нет, чтобы счастливой быть. Счастливой быть — это очень важный момент. А у меня дурацкий детский вопрос. А кошечек не стали подкидывать после этого? Мне? Да. Ну, были попытки, то есть приобщить меня к тому, чтобы... Не верят, да, что аллергия, не верят, что что-то врете вы. Ну, правда не верят, то, что вы я просто интроверт. нашу кошечку не видели. Да. Нету никакого доверия, что я интроверт и реально аллергик. Вообще никто не верит. Ну, потому что уже они себе уже вас придумали. Да. Через призму вот этого всего. Да, я понимаю, что я для них уже... Я понимаю, что есть какая-то Арефьева, которая независимо от меня существует. А давайте расскажите нам, какая настоящая Арефьева, обычная, я имею в виду. Пельмени любите? Конечно. А пельмени. еще что? Ну, я вообще кушать люблю очень сильно. Кушать, это мы любим все. Что именно? Кушать? Я люблю макароны с сыром. Это вот то, что в детстве давали, это самое вкусное так и осталось. Макароны, сыр, углеводы, хлеб с маслом и сахаром. То есть я ищу вкус, который похож на белый батон, масло и сахар. Да, я помню эти бутерброды из детства. Это самое вкусное было. Да, у меня аж слюнит. Ну, мы потом до булочной. Или как правильно говорить в Питере? Булочная. Нет, это московская булочная, а здесь булочная. Но вы пойдете туда покупать не батон хлеба, а булку хлеба. Из парадной выйдете и пойдете Нам все равно, мы великолепные. По поребрику? Нет, вы сядете потом на поребрик и его съедите. Вот, то есть это, здесь вам не тут. С чапкой. Да. Если нас не спалит Кошечкиной Полиции. Что еще любите? Спать, отдыхать, читать, смотреть на Луну? Работать очень сильно сейчас люблю. Просто потому что прет? Да, потому что это реально стало еще больше приносить удовольствие. Наверное, это такой пиковый, сейчас надо успокоиться и отдохнуть, потому что меня немножко понесло. Но я вот тоже думаю. Потому что как только пошел список Кошечкиной полиции, и то, что все начали детализироваться, от этого такое вдохновение дикое появилось, что надо прям остановиться и отдохнуть, потому что это тревожный сигнал. Психологи говорят, нет, надо отдохнуть. Ну, я не психолог, но я думаю, что это это просто огромная человеческая редкость найти дело. Не всегда тут вопрос про деньги, которым ты готов заниматься целыми днями, и ты от него не устаешь, а еще больше заряжаешься. Да, это так приятно. Даже спортсмены там, да, которые доходят до Олимпийских игр, до высших каких-то своих точек, в основном это очень тяжелый труд, который вот и какие-то минутки счастья, когда ты побеждаешь. Вот такие как бы профессии у нас у многих. Ты вот много не очень радостно трудишься, с проблесками каких-то счастливых моментов. А тут, если придет счастье, надо от него отдыхать? Ну, вы задали такой прекрасный вопрос, что мне надо подумать над ним, посидеть. Потому что, да, реально, кайфа очень много. Ну, у меня просто сам организм такой, он дофаминовый. То есть мне психолог говорит, что такие люди созданы, ну, вот чтобы люди спокойно стараются жить и не обращать ни на что внимания, тихонечко вот ходить на работу и домой. А такие вот как дофаминовые, они там, цветочек, посмотрите, цветочек, вот бешеная белка. Это же прекрасно, это же как раз такие, как вы, обращают наше внимание вот на все вокруг. Мы никуда не смотрим, ничего не замечаем. А это ведь тоже создавали люди с любовью. Какие-то вещи сотворяли нам, а мы в упорах не видим с работы домой. А вот тут зарядишься таким текстом, и правда, это ты переносишь этот настрой на свою жизнь уже потом. Это просто представьте, сколько людей вы сделали счастливыми. Это же кайф. Они сами себя сделали счастливыми. Сами. Но с вашей помощью. Ну, немножко. Я просто себя делаю счастливой, и получается, что такой спецэффект пошел. И это очень круто вообще. Это как солнышко. Ну да. Слушайте, вообще. Кто рисовал? Светит оно для себя. Ну да. Ну и нам достается. Кто рисовал котов?
Котов не велели пока говорить, кто рисовал. Нет, я не фамилию, я имею в виду, это вы или кто-то из поклонников? Поклонники тоже рисовали. Не, поклонники, как это так звучит не очень. Я спрашиваю, ну не поклонники, а фанаты. Дело в том, что... Еще хуже сказали, да, фанаты. Комиксовые... Дело в том, что это еще и комиксовые же персонажи. Я почему смотрю? Комиксы тоже в будущем будут. Ура, ура. Ура! Любите, да? Нет, тут вопрос заключается в том, что у нас в комиксах рисуют всякую дребедень, а вот, извините, это уровня... Извините, пифа там уровня французского вот этого самого. Мумитроль. Да, Том Джерри, вот это нее. вот сам. То есть это базовые такие вещи, совершенно неожиданные. Поэтому я и задал вопрос, кто это рисовал, потому что если уже начали это рисовать, то комиксы где-то у нас в дверь стучат. Они сразу это и делали. Сообщество рисует, Да. иногда же в комментариях даже приносят. Да. Вопрос в том, скорее, я так понимаю, Алексей, вот они будут такими в мультиках, в этих, это уже какой-то выбранный образ, или еще пока разрабатывается? Пока процесс идет. Только-только. Вот вчера появился, или позавчера, котик Гадалкин. Тот, который занимается гомноскопами, это гороскопы, значит, на человеческом Я нормальном. уже прочитала сегодня. И он да. такой красивый, что вообще я просто не знаю, как выразить степень этой красоты этого Гадалкина. Я очень сильно люблю теперь. И я представляю, какие остальные будут. То есть это просто такая схема. Это был уровень Схема zero. кота. Да. Уровень zero, то есть нулевой уровень. Эти ребята были, это вот в самом основании. А сейчас начала Вселенная ветвиться, да? Они становятся еще более живыми. И меня восхищает, потому что сейчас развивается искусственный интеллект. Я представляю, что будет, когда они это еще и оживят, эти роботы помогут. Это же вообще будет... Вы его не боитесь вообще? И? Я же выросла на рассказах про то, как роботы помогали людям. Я их не особенно боюсь на самом деле. А вы боитесь роботов? Нет, я роботов не боюсь. Боитесь, где они возьмут теплую кожу, мягкую? Нет, я боюсь людей, которые верят в то, что роботы что-то сделают лучше их. Они нам помогут. Но они лучше нас, Кошечкину полицию, не сделают. Вот, ну ладно. Сразу могу сказать. Ладно. Вот. Лучше Зои они это точно не Спасибо сделают. большое. Вот у меня такое ощущение. Я просто еще обожаю, у меня плохо с визуалом, как сказать, вот из текста увидеть, за текстом увидеть картинку. У меня вот с этим, как у многих людей, плохо. Мне если не выдали картинку вот в книжку, то мне трудно сопоставить. Вы пишете так, что, по-моему, каждый, кто читает, уже имеет в голове схему кота, как минимум нулевую. То есть уже как бы мы персонажи, вы умудряетесь через действие описать персонажа и визуально тоже. И не знаю, вот как, насколько я понятно сформулировала Очень вопрос, понятно. но это прям действительно такой авторский стиль. Не каждый может вот как нам учат нас, да, там одни глаголы дайте. Как на одних глаголах взять и человеку бежать, лететь, дать прыгать, такую ползти. полную картинку, да. Нет, здесь, конечно, язык сочный, язык вкусный. И вот я еще раз повторяю, мое вот энтузиазм по поводу вашего проекта связан с тем, что я вижу, вот какое зерно сейчас падает в почву русской, простите за пафосный язык, русской массовой культуры. И я буду рад, если оно сейчас начнет быстро очень прорастать. Мне страшно. Я не хочу Страшно? школьную А чего страшно? программу. Зоя, у меня последний вопрос. Вот вы интроверт, но у вас есть... Когда вас аргументы и факты интервьюировали? На выходных. В пятницу это было в полночь. Я полночь. отвечала на вопросы со В пятницу спичками в в глазах. полночь Это Зоя Питер. интервьюировала АИ. Сегодня, в День писателя, мы пишем подкаст. То есть вот, реально 2025 год для вас станет поворотным, судя по всему. И вот Опять? Я не выдержу. Почему опять? Ну просто я считаю поворотный момент, когда редактор написал. А какой год это был? У меня у самого был момент, когда мне позвонил крупный клиент, он мне позвонил в туалет. Извините, я тоже хотел спросить, ты охренел? Вот меня вот ваша мошенник, что ли? Вот, да. А когда он вам позвонил? Сколько лет назад? Ну вот, по-моему, 4. Нет, 3. Я не знаю точные, пожалуйста. Я понимаю, 3-4 года... Счастливые часов не наблюдают. Да, но это вот 3-4... СДВГшники. Вы живете... Эти особенно. Вы живете на этом, вот что называется... Особо прет вас от жизни последние 3-4 года. Очень-очень-очень. Я такой счастливый человек.
Все, кто хочет быть счастливыми, обязательно подписывайтесь, пожалуйста, потому что это невероятная вселенная. Каждый найдет своего персонажа, вот просто каждый найдет. А если не нашел, то Зоя обязательно сделает так, что мы его найдем. Вместе все. Все вместе. Да. Спасибо огромное, Зоя. Дарите огромное счастье, правда. И Да, даже блин, вот такая счастливая. всего мы немного поговорили, я уже сижу, мне уже хочется выйти и цветочки какие-нибудь найти, и как-то в жизни что-нибудь чудесное сотворить. И даже, может быть, да, снова начать что-то писать, потому что, У вас прекрасный блог. заражаете. Жоренька прекрасно ведет ваш блог. Он иногда ленится. Так что огромное вам спасибо. И на этой чудесной ноте, на этом оптимизме я тоже сейчас так зарядился. Да? Я лично, у меня вопросов больше нет. Спасибо огромное, Зоя. Вам спасибо, я так благодарна вам. Спасибо, всем. давайте Спасибо, возьмемся за руки. Давайте.